Здорово, в этом видео я вместе с Миком Привет! покажу тебе кучу вещей, которые ты 100% должен сделать уже в хардмоде. Ну или попробовать хотя бы часть из них, если ты никогда этого не делал. Приятного просмотра и ехала! Первую вещь, которую ты 100% должен сделать, это ферма цветов. Хотя я про нее говорил еще в видосе про The Hard Mode, но тут она тоже актуальна. Конечно, играя на эксперте или на классике, зелья можно вообще не использовать, даже если вы новичок, что вообще не советую делать, потому что это полезно. То на режиме мастера они нужны вам будут обязательно, даже если вы очень скилловый игрок, поверьте. Файты с боссами станут намного проще, и вы потратите намного меньше времени и нервов. Короче, не ленитесь, поднимите жопу и постройте где-нибудь рядом с домом мини-сад. Купите горшки у дриады и садите все семечки, что у вас есть. Вот рецепт 3 самых простых зелий, которые вы можете сделать. Времени вы потратите на это немного, зато в будущем это очень упростит вам жизнь. Испытал я это на личном опыте. Вторая вещь — это хаб телепортов. Скажу честно, по моему мнению, делать это нужно всегда, даже если вам очень лень. Но так как ты пока не знаешь, как это делать и, скорее всего, не хочешь узнавать, сейчас я тебе за 5 секунд поясню, и ты все идеально поймешь. Хаб телепортов представляет из себя плюс-минус 3 телепорта у вас дома, которые ведут в точки, которые вы часто посещаете. Чтобы его сделать, покупаем телепорт у механика. Сделать это, если что, можно еще в The Hard моде. Ставим на базе и проводим от него провод до нужного вам места, где мы ставим уже второй телепорт. Добавляем и там переключатель, либо то, что вам больше нравится, например, наземная плита или рычаг, и просто пользуйся. Кайфуй. Это было настолько просто все это время, но ты не заглянул в магазин у механика. А если ты знал, как это делать, то ты легенда. И ладно, даже если не знал, то ты тоже легенда. Поэтому поставь лайк, чтобы оставить этот статус на 100 лет вперед. К слову, в своем летсплее я на базе их поставил целую кучу и провел ко всем местам для рыбалки. Плюс к фермам и другим точкам интереса. Понятно, что так заморачиваться не стоит, но даже если вы поставите пару телепортов дома и проведете их куда надо, времени сэкономите кучу. Надеюсь, я убедил тебя хотя бы попробовать. Третья вещь в представлении не нуждается. Это огромный прямоугольник в подземных джунглях. Экей арена для плантеры, экей фармилка джунглей, экей ферма смертей, экей, блять, откуда в меня прилетело жало. Объяснять тут вообще нечего, зато я знаю, как вы можете ее улучшить. Снизу налейте мед, чтобы иголки плантеры там застревали. С любой из сторон арены сделайте ферму фруктов жизни. И либо проведите туда телепорт, либо сделайте домик для нипов, чтобы купить у них пилон и легко сюда тэпаться. Так и мобов будет меньше спавниться, и спускаться вручную не придется. Еще можно в левом нижнем и правом верхнем углу поставить телепорты и присоединить их друг к другу. Так, если вас будет зажимать сорняк, вы легко выйдете из засады. И да, тоже проверено на личном опыте. Четвертая вещь — это найти шиммер и получить от него все возможные бафы. Если вы не шарите, что это, то со стороны джунглей, где начинается пляж, можно прокопаться вниз и найти там шиммер. Он почти всегда находится рандомно на 3 уровнях высоты, но это не важно. Если постараетесь, найдете. И когда найдете, первым делом можете построить в биоме шиммера домик для нипов, которые любят пещеры. Поставьте там пилон и сделайте мини-базу прямо над шиммером. Или мерцанием, все его называют по-разному. Теперь кидаем туда любой фрукт, чтобы получить амброзию. Она повышает скорость строительства и добычи блоков. Кристалл жизни, чтобы получить баф к хп. Кристалл маны, чтобы получить баф к мане. И шляпу торговца, чтобы он продавал больше вещей в свои и без того редкие приходы. Если что, я про странствующего, что-то я забыл уточнить. Еще у шиммера есть куча применений, но о них я рассказывать не буду. Все-таки это не гайд по шиммеру, которых и без того куча. Пятая вещь — это ферма нашествий. В прошлой части я показывал ее суперсложный вариант, и многим это не понравилось. Тогда что насчет упрощенной версии фермы? Равнина и вулканчик с лавой. Берите лук Дедала, бесконечный мешок со стрелами и фармите нашествие. Правда, есть одна проблемка. Некоторые мобы проходят сквозь блоки и сильно портят нам жизнь. А чтобы они портили ее нам меньше, ставим прямо под вулканом кроватку и на ней точку спавна. Готово? Зажмите пробел и в АФК фармите нашествие. С автокликером разберетесь уже сами. Я этого не говорил. Ну и теперь на 5 вещей передаю микрофон Мику. Все-таки он заслужил. Сидит у меня в подвале молча уже неделю, я его даже не кормлю. Напишите в комментариях, выпускать ли его оттуда вообще когда-нибудь. Все, передаю микрофон. Давайте, скоро вернусь. Пожалуйста, помоги. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Мик. И я просто отрываю от сердца целых 5 топовых советов, что надо сделать в хардмоде, читая их по сценарию. Ой, это не надо было читать, боже. И сегодня меня попросили дать вам несколько советов. Так что не будем затягивать и давайте же поговорим про совет номер 6. До хардмода мы, конечно, не могли собрать весь гарем девочек в террарии, но теперь стенка мертвая, и теперь вы сможете собрать весь гарем NPC. Да, мальчиков-эмбойчиков тоже можно.
вечно. Нет, на самом деле система NPC требуется для прохождения террарии, чтобы как минимум облегчить вам задачу. И чтобы вам не было так одиноко, да, мои сладенькие. Еще раз скажите, что вы играете в террарию и у вас есть друзья. Не брешите мне. Следующий совет номер 7 на самом деле очень спорный, но кто как. Рекомендую вам создать железную дорогу на весь мир, чтобы быть более мобильным по миру. Ну и если на самом деле упороться, то после победы над Пантерой покупаем телепорт у стимпанкера и просто создаем телепорты, чтобы даже не тратить время на дорогу на вагонетке. Он повторил то же самое, что говорил я, но еще и допустил ошибку. Я считаю штраф 2 месяца без еды. Ну а вот вам совет номер 8. Думаю, вы как-либо слышали о ферме мобов. Это полезная штука, так как на ней вы можете пофармить голду и выбить разные предметы. Например, тот же жезл раздора, который падает с минимальным шансом. А сделать такую ферму вам поможет YouTube. На YouTube уже куча роликов на эту тему и как создавать это добро. А вот вам совет номер 9. Почему бы вам не сделать грибной биом на острове, а точнее на парящем острове, чтобы не бегать туда-сюда в подземелье, а просто подняться на крыльях, которые вы получите в хардмоде, и быстро собрать то, что вам требуется. Меня убивает мухоморный 3. Так, ладно. И совет номер 10. Удалить игру на... Закончить систему пилонов. Да, с появлением хардмода у вас появятся новые биомы, в которых вы наконец-то можете поставить новые пилоны, которые помогут вам для мобильности. Так что совет с вагонеткой вообще отпадает, если вы закончите просто всю систему пилонов. Вот такие пироги. У микрофона снова я, ManyBest, можешь подписаться справа сверху, буду очень рад. И сразу хочу рассказать про 11-ю вещь. А это убийство императрицы света. Это многие упускают, но я с ними вообще не согласен, так как если ты ни разу не пробовал убить императрицу, то ты не играл в террарию. Босс, для которого реально надо подготовить тактику, потренироваться, что-то себе там выдумать, что-то подготовить, чтобы просто кайфануть от убийства красивейшего босса в игре. Да, вы можете сказать, что это сложно, но мы все же знаем, что она убиваема. Это ж не какой-нибудь там босс из Каламити на Инфернуме. Убивал я ее впервые часов так 1500 назад или 1000 часов назад. И знаете, что я могу сказать? Это до сих пор мой любимый босс, даже при том, что я играл в Каламити и полностью его прошел. Короче, красивее нету. Советую. А 12-й пункт — это убийство противоположного босса заражения. Например, вот у вас Кримзон, вы убили мозга Ктулху, а теперь можете убить червя. Как это сделать? Для этого нужно в хардмоде при Кровавой Луне на кладбище купить у дряды порошок нужного вам заражения. И сделав мини-биом с помощью этого порошка, вы сможете призвать босса, если пофармите мобов и так далее. Убив его, вы сможете удивить друзей, а также как бонус сможете надеть сразу 2 акса на понижение урона. Просто как прикольчик хотел об этом рассказать. А следующие 3 пункта я решил соединить в один, чтобы рассказать обо всем сразу. Посвящаю этот совет или пункт, как это назвать, пост Мунлорду, так как многие ливают из игры, даже не пофармив его для зенита и самой крутой брони. Если что, это не страшно, можете насчет этого не заморачиваться, я раньше тоже таким был. Вы поймете, какой кайф закрыть террарию, полностью пройдя ее, имея самую крутую броню, оружие и аксессуары. Попробуйте. Но, возможно, когда вы это все соберете, вам покажется, что дальше играть скучно. Но что, если я скажу, что после этого у вас откроется огромная куча возможностей? Во-первых, вы можете полностью очистить мир от заражения с освещением. Во-вторых, сможете открыть бестиарий на 100%, тем самым получая универсальный пилон. Очень редкая штука. После чего вам остается только перестраивать мир, декорировать его, создавать свои биомы и сделать его идеальным для тебя.